В этом видеоролике я продемонстрирую прием классического массажа, который называется надавливание. Этот прием можно выполнять на спине, в поясничном отделе или в грудном отделе. Также этот прием можно выполнять на ногах, на руках. То есть на крупных мышцах этот прием очень хорошо выполняется. Он является достаточно глубоким, и этот прием для массажиста служит такой точкой отдыха, потому что после интенсивных приемов растирания либо разминания на этом приеме можно несколько отдохнуть и восстановить свои силы. Давайте сейчас продемонстрирую, как выполняется этот прием на примере спины и на примере ног. Для начала мы классический массаж начинаем по стандартному протоколу. Об этом у меня уже есть видео на канале, вы можете их посмотреть и понять. Сначала мы выполняем поглаживание, знакомимся с поверхностью, с рабочей, распределяем масло, диагностируем ткани, смотрим, какая у человека кожа, какой мышечный тонус. Затем мы делаем попеременные поглаживания. Проходим по всей поверхности и тем самым человека немного еще расслабляем. И после этого выполняем прием выжимания. В некоторых протоколах прием выжимания делается позже, то есть после разминания. Но мне удобнее и подручнее выполнять его до разминаний и растираний, создавать такой некоторый дренаж. Также в некоторых протоколах классического массажа этот прием считается глубоким поглаживанием и выполняется тоже в начале. Поэтому и такая вариация будет правильная. Сделали выжимание, после чего выполняем растирание. Вот этот прием достаточно интенсивный и требует такой некоторой физической силы, физической активности. С непривычки может даже сбиться дыхание немного при выполнении этого приема, потому что задействованы обе руки и выполняем мы прием достаточно интенсивно. И вот как раз после этого движения мы можем выполнить прием надавливания. Основанием ладони на паравертебральные мышцы, то есть мы не давим на костные выступы, на позвоночник не нажимаем, а работаем рядом. И через прямую руку, локоть выпрямлен у нас, весом тела облокачиваемся на спину и отпускаем. И вот таким образом мы оказываем достаточно глубокое воздействие, которое позволяет нам и отдохнуть немного, восстановить дыхание, расслабиться, и человеку дать достаточно глубокие разминающие движения. Проходим приемами на 3-5 раз. Работаем с мягкими тканями, то есть на кости, на костные выступы мы не давим. Также можно пройти этим приемом по гребню подвздошной кости и проработать место крепления ягодичных мышц. Сделаем поглаживание. И также этот прием можно выполнять двумя руками попеременно. Также основание ладони, задействуем две руки, локоть максимально выпрямленный. И мы делаем попеременные шажки. Нажимаем одной рукой, затем второй. И двигаемся вверх, а затем идем также вниз. Прием разминания можно выполнять и снизу вверх, и сверху вниз. В отличие, например, от приема выжимания, когда мы двигаемся только по направлению лимфотока. Затем переходим на ближнюю сторону. Так как это видео у нас сегодня о надавливании, то есть о приеме массажа надавливания, поэтому давайте я продемонстрирую, как его делать с ближней стороны. Например, если вы работаете только с одной стороны. Вот я сейчас стою здесь, да, и камера стоит здесь, и мне, чтобы снять вторую сторону, нужно ее переносить. И чтобы этого не делать и не обходить вокруг кушетки, прием надавливания можно сделать и с ближней стороны. То есть мы таким образом разворачиваем пальцы на себя и выполняем также через прямые руки прием надавливания.
Если вы, например, выполняете массаж в домашних условиях и у вас нету кушетки, то этот прием будет очень хорошо вам помогать, потому что можно его выполнять на полу, и здесь не нужно задействовать силу рук. Здесь просто весом тела вы облокачиваетесь на человека и выполняете движения. Даже крупным людям тоже хорошо. То есть вот таким вот образом можно работать по ближней стороне. Но прежде чем этот прием выполнять, конечно же, нужно сделать базовые начальные движения: поглаживание, выжимание, растирание, разогреть кожу и уже потом на нее воздействовать более глубоко. Сделали мы поясничный отдел, точно так же выполняем движение на грудном отделе. Погладили. Выжимаем здесь к подмышечным лимфоузлам. Растираем плоскостными движениями. И после растираний выполняем надавливание одной рукой. Поднимаемся вверх, заходим между лопаток. Проходим до 7-го шейного, чтобы весь грудной отдел проработать. Идем вниз до 12-й пары ребер, где заканчивается у нас грудной отдел. И также поднимаемся снова вверх. Также аналогично двумя руками. При выполнении этого приема на ногах мы точно так же сначала поглаживаем, распределяем масло по всей поверхности, по которой будем работать. Выжимание выполняем к паховым лимфоузлам. Затем интенсивное движение растирания, о котором я говорил до этого, да, которое требует много физических сил, потому что нам нужно разогреть кожу, растереть. И после того, как мы разогрели кожу, мы выполняем прием надавливания. Также основанием ладони, но здесь особенность выполнения, что мы делаем по средней линии. То есть на боковую часть, на внутреннюю часть мы не заходим. На подколенные ямки тоже ни в коем случае не заходим. Не массируем область лимфатических узлов. А работаем только по задней поверхности. И идем вверх, заходя на ягодицу. И вот таким образом мы восстанавливаем дыхание. Немного отдыхаем и оказываем такое достаточно глубокое воздействие на мышцы, несмотря на то, что тратим сил немного. Вот такое базовое движение, прием надавливания вы можете применять в своей практике, можете применять дома, практикуясь на своих близких на полу или на диване, на кровати. То есть прием не требует каких-то специальных навыков и специальной подготовки. По ссылке в описании вы можете ознакомиться с моими платными видеокурсами. Можете даже записаться на эти платные видеокурсы, быть со мной на связи и развиваться в теме массажа. Увидимся в следующих видеороликах. Пишите ваши комментарии. Пока-пока.